Здравствуйте, друзья! Знаете, вот у меня есть такие вот папки, я их храню. И сегодня у нас 19 августа 2026 года. Ровно 35 лет назад в Москве был предпринят государственный переворот. И вот у меня сохранилась такая газета «Комсомольская правда» от 22 августа 1991 года. Здесь мы видим фотографии действующих лиц. Но не это я хотел вам показать. Я хотел рассказать о своем отношении к этой дате. И у меня сохранились вот такие вот интересные газеты. Это народная газета. Издавалась она в Чите. Это номер от 11 сентября 1991 года. Ну, понятно, тогда еще не всем было понятно, что случилось с нашей страной. Но вот к 11 сентября я считаю, что все уже было понятно. И вот здесь есть стихотворение «С кем ты был во время путча?» Автор Александр Полуполтинных. Это я. Вот так вот буквально на самом почетном месте. В газетах это называется «Шпигель», то есть самое такое читаемое место, здесь самая дорогая реклама бывает, ну и взгляд сразу бросается туда. Вот это стихотворение. «С кем ты был во время путча? Не юли, не злись, не мучься, хоть теперь честнее будь. С кем ты был во время путча, такова твоя и суть. С теми, кто на БТРы шел, избрав один удел, и в Россию свято веря за нее полечь хотел. С теми, кто на площадь рвался осудить переворот, или с теми, кто пытался вновь заткнуть народу рот. Или за тех, кто лгал народу, обещания миля, кто хотел себе в угоду правду матку и свободу вновь упрятать в лагеря, словно точный индикатор прошкалили, не темня, всех его, тебя, меня эти 3 тревожных дня. И написал это стихотворение 31 августа 1991 года. Ну, вот такое у меня стихотворение. Ну, газета, она такая, сейчас давайте просто пролистаем ее немножечко, что здесь написано. «Люди тоталитарной системы». Автор Виктор Курочкин. Он до сих пор здравствует и остается демократом. Что тут он пишет? «Путч Янаевской восьмерки обрушил советскую тоталитарную систему. Но дух ее еще долго будет витать над страной, до тех пор, пока на государственных постах будут люди, для которых телефонный звонок сверху сильнее закона или президентского указа. Я буду вести речь о читинских руководителях». Так, ну, он пишет прежде всего о руководителе это Иванов был такой, Борис Иванов, он был первый секретарь обкома партии. И я вот сейчас даже не знаю, на тот момент уже был он в отставке или нет. А Эпов это занимал должность председателя областного совета. Эпов. Он и потом остался.
Эта статья у нас называется «С приездом Сергей». Так вот, знаете, по-простому. Так вот, по-простому. Кто такой Сергей? Сергей Самойлов. Он ездил в Москву, и его назначили представителем президента РСФСР в Читинской области. Вот здесь вот написано: указом президента РСФСР, это он говорит, я назначен его представителем в Читинской области. Вот, в принципе, этот пост, конечно, был оправдан, и на него демократы, кто был за перемены, возлагали большие надежды, потому что было большое противодействие старых властей, так скажем, свергнутых еще. И надо было проводить вот такую политику. Вот, к сожалению, не провели люстрацию, не отстранили сразу всех, вот, а потом еще и стали допускать в новые органы власти. Это, конечно, была ошибка вот той самой революции. Вот. Он тут вот говорит, вот еще его слова, что тут и такого интересного он сказал. Предлагается создание гибкой мобильной службы, это то есть, ну, какой аппарат будет, чем он будет заниматься, что будет создана депутатская комиссия в Москве, и что она приедет в Читу тут наводить порядки. Ну, в общем, все только начиналось. Что здесь еще интересно? Ну вот статья «Мудрое решение». Во времена Сталина и Брежнева об укреплении правосудия не очень-то заботились, и поэтому в наследство правовому государству досталась жалкая структура судебной власти. Об отношении к ней можно судить по маленьким, тесным, с подслеповатыми окнами, помещениями. Да, кстати, это где речь идет о судах. И вот при указом президента РСФСР Ельцина все судебные, вернее, все здания и помещения, которые принадлежали партии, они перешли судам. И я тоже был этому свидетелем. Вот. Но были и другие мнения. Вот какой-то Рабдано, журналист из Агинского, написал, что можно в здании обкома КПСС сделать гостиницу «Интурист», и тогда вот в край валюта пойдет. Журпел приватизации, такая статья. Говорит она о том, что появился закон. 4 июля Ельцин подписал закон о приватизации жилищного фонда. Вот. Люди боялись, что это такое. Вот. А целью закона, закреплено в этом документе, является создание условий для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье, а также улучшения использования и сохранности жилищного фонда. Вот. Люди, конечно, не понимали, как это так, квартиры продают. Вот. И здесь вот интересная цифра приведена. Вот, смотрите, приватизация в Чите и области пока не началась. Правда, в Чите продано 10 квартир. Очевидно, после того, как сессия облсовета утвердит все необходимые документы и расчеты, процесс передачи или продажи жилья в собственность гражданам начнется. Вот. Да, было такое, я помню, квартира, вот мы жили на Украинском бульваре, и напротив в доме панельном Украинский бульвар 8 продавали квартиру за 30 тысяч. У меня такие деньги были тогда, лежали. Они потом сгорели, а можно было, да, купить тогда квартиру. Много, значит, писали о
репрессиях тогда вот это вот начиналось. Ну и до этого, конечно, писали, но после путча эта тема не сходила еще долго со страниц газет. Вот, допустим, смотрите, на правом фланге хунта Инаева проиграла еще до переворота. Нельзя поставить на колени народ, который расправил свои могучие плечи. И пусть мы далеко не сыты, пусть наши матери и жены не могут носить наряды, которых они достойны, но дороже всего нам оказалась свобода нашей России. Самозванный ГГЧП обещал нам сытую жизнь и порядок, но первым делом он подготовил многоступенчатые списки по уничтожению российского руководства и лидера демократического движения. Во многих конторах поспешно снимали портреты Горбачева. Их должны были заменить изображения новых вождей. Ну и в общем, это вот, конечно, про наше время пишут. И опять мимо очереди. С моего письма начался рассказ «Тайный распред клана Пинягина в «Народной газете» о том, как в нашей системе распределяют автомобили. Хочу добавить, что в конце июля в Трест вновь поступили 4 автомашины. Думаю, что теперь уж точно одна достанется мне по праву первой очереди, но не тут-то было. Насколько я в курсе, управляющий Трестом Ураков своим решением одну машину передал в Макзон какому-то механику. Ну, в общем, машины тут делили, понимаешь. Вот про репрессии, да, свидетельствует фотография. Народная газета подробно рассказала о поиске мест массовых захоронений жертв сталинского геноцида под Читой. Сообщалось и о том, что было установлено по документам, найденным в братской могиле, имя одного из казненных, заготовителя Урульгинского сельпо Карымского района Гантимурова Алексея Виссарионовича. Недавно в редакцию пришло письмо от внучки погибшего. Вот. И вот рассказано, что она в этой газете в одном из номеров увидела сообщение, фамилию своего деда, прадеда или деда. Вот. И вот рассказала кое-что. Вот. Спасибо всем, кто нашел захоронение моего дедушки и многих других забайкальцев, безвинно погибших полвека назад. Из Улан-Удэ она пишет. Так, ну что здесь еще такого интересного? Ну и вот такая вот карикатура. Раньше надо было читать, такая реклама. Это Янаев, это Язов, это, по-моему, Крючков, а это кто? Даже не знаю, такой вот с ежиком на голове. Ну, типа, читайте Народную газету. Ну, подписная цена 20 рублей была на год. 20 рублей 80 копеек. Полугодие 10 рублей 40 копеек. Что здесь? Вот выходные данные. Редактор Виктор Курочкин, учредитель Виктор Курочкин, Мария Саватеева, Борис Комиссаров. Марина Саватеева, насколько я знаю, до сих пор она, по-моему, в партии «Яблоко» состояла долгое время. Сейчас я как-то о ней не слышу, вот, хотя читаю постоянно. Сайт читинский. Вот. 2 экземпляра у меня этой газеты. Вот она мне памятна, потому что я был обрадован, что мое стихотворение напечатали. Вот. И поэтому я ее сразу приобрел. Ну, еще одна народная газета. Тут как раз о репрессиях. Вечная память всем жертвам коммунистической системы.
Координационный совет Читинского отделения движения «Демократическая Россия» 7 ноября, в день очередной годовщины Октябрьского переворота, проводит траурное мероприятие, посвященное памяти всех жертв коммунистической системы. Вот. Андрей Дымов на снимке – один из многих тысяч забайкальцев, погибших в годы Большого террора. В гражданскую войну он командир легендарной «Золотой сотни красных партизан», награжден орденом Боевого Красного Знамени, расстрелян по ложному обвинению в 1937 году. В те трагические годы никто не был гарантирован от ареста и гибели. Ни маршал, ни ярый защитник коммунистической системы, ни недруг ее. Вечная память всем нашим соотечественникам. Национальная трагедия. Прочитал в Народной газете призыв Читинского отделения движения «Демократической России» объявить 7 ноября днем траура, провести панихиду в церкви, по всем убиенным возложить цветы у могилы красных партизан и забайкальцев, погибших в годы сталинских репрессий. Красных партизан. Понятно, что и очень много участников белого движения были расстреляны, но кто же знает их могилы? Эти могилы были стерты с лица земли. Кстати, тут вот написано, смотрите, инициативу демороссов поддержали депутаты учредительной конференции Читинского отделения демократического движения демократических реформ. Сторонники ДДР также примут участие в траурных мероприятиях. Сбор всех участников в 9 часов утра у Читинской церкви. Интересно то, что церковь-то была единственная. Вот, единственная сохраненная церковь, это на улице 9 января, Свято-Воскресенский храм. Он единственный был вообще во всей области, друзья мои. Ничего себе, во всей области. Это сейчас там уже сотни храмов, а тогда, да, день великого траура. Россия возвращается из кромешного ада. Через 2 дня мы отметим очередную годовщину государственного переворота. И почему я сохранил этот номер? А потому что вот здесь здесь есть большая моя статья. Статья называется «Глупости», мягко сказано, но это название редакции они придумали. У меня статья называлась «От великого до смешного». Вот видите, Александр Полуполтинных. Здесь написано, что в редакции там есть все ссылки. И я здесь вот писал, вот цитата Ленина. «Несомненно, что мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей. Никто не может судить об этом лучше и видит это нагляднее, чем я, Ленин». И, значит, я тут все рассказываю, как Ленин, опираясь на его работы, признавал социалистическую революцию ошибкой, самой большой, которую он сделал. И тут вот у меня заключительный абзац. Результатом той победы и стал застой, а затем глубокий политический и экономический кризис, который сотрясает сегодня бывшую Российскую империю. Союз СССР, созданный насильно, рассыпался, как только появились ростки демократии и свободы. На смену ему приходит добровольное политическое и экономическое сообщество суверенных государств, где коммунистические идеи находят все меньше и меньше последователей. Все больше людей прозревает и приходит к мысли, что Октябрьский переворот 1917 года не осчастливил наш великий народ, а затормозил его путь к процветанию. Так что ленинские высказывания о том, что большевики наделали и наделают огромное количество глупостей, это еще слишком мягко. Так, вот такое вот. Ну, тут еще статья тоже. К вам обращается дочь репрессированного
Аверьяна Ивановича Федорова. В 1931 году всю нашу семью выселили в Красноярский край, в село Маклакова Енисейского района. Мне было в то время 10 лет, а самому младшему из нас 3 месяца. Ну вот рассказывает, как их тут везли в телячьих вагонах, как, значит, они там практически голодовали, замерзали, умирали. Вот, кстати, наша семья тоже же была выслана, тоже дед у нас репрессированный. Вот, обидно за бесплатно прожитые годы, карикатура. И стихотворение, ну, оно такое, не очень интересное. Такое вот, я не очень его понимаю. Заказ к 7 ноября. Беру отцу благодаря. Всю жизнь трудился честно он, за это выдали талон. За то, что отстояли мир, в заказе есть российский сыр. Для тех, кто шел под пули дуры, в заказе импортные куры. За то, что поднимались роты, в заказе тоненькие шпроты. А за победное ура в стеклянной баночке икра. Ну и так далее. Какого-то такого вывода тут автор не делает. Ну вот и все. Еде конец, спасибо, труженик, отец. Вот так завершается это стихотворение. Что здесь еще? День великого траура, в ежовых рукавицах. Тоже, кстати, про репрессии. Вот пишет человек. Я родился и вырос на Аргуне, в Анахое. После войны это село в нефтезаводе ликвидировали как неперспективное. Родители мои занимались хлебопашеством, скотоводством. Я помогал им летом в поле, зимой ухаживал за животными. Помню, в 1931 году, когда мне было 11 лет, в Анахое появилась коммуна. Мой отец вступил в нее, вскоре коммуна развалилась, вместо нее организовалась артель, а потом колхоз. В 1933 году началось раскулачивание зажиточных крестьян и тех, кто не хотел входить в колхоз. Вот. Как-то вечером мама вернулась с покоса и говорит, что приехали 2 военных, и нашего отца забрали, увезли в нерзавод. И только через 2 месяца мы узнали, что его судили неизвестно за что и вместе с раскулаченными увезли в Казахстан. После отбытия 3-летнего наказания отец вернулся. Паспорт ему дали на 1 год. В июле 1937 года срок действия паспорта закончился. Отец поехал в милицию, чтобы продлить. Да так и не вернулся. Мама отправила меня узнать, что случилось. Прихожу, в милицию, спрашиваю об отце. А милиционер тычет пальцем в плакат на стене. На нем была изображена рукавица с шипами. «Твоего отца взяли в ежовые рукавицы», — объявил милиционер. Не плачь и уходи, а то и тебя возьмут в эти рукавицы». Вот так вот НКВД у нас забирали людей. Просто человеку пошел паспорт продлить. И таких случаев было очень много. Здесь же статья «Крестьянская война под предводительством Александра Антонова». Это Тамбовская губерния. Там против крестьян воевала армия, в том числе Тухачевский, и даже применяли химическое оружие. Ну, это очень страшная история, она тоже в свое время наделала очень много шуму, когда они узнали. Дело о распространении. А тут вот тоже рассказано о такой уже недавней истории. Недавно узнал о смерти Аркадия Константиновича Данилина. Он был последним из местных политических заключенных. Что же вменяли ему в вину 6 лет назад? Бывший старший гидролог западной гидрологической экспедиции Данилов обзавелся антисоветской литературой, романами, повестями и научными трактатами Солженицына, Войновича, Кузнецова.
померанца, каково Безансона. Вот. Человек просто читал книги самиздатовские, ему это вменили, и вот упекли его, понимаете ли, в тюрьму. Вот такие дела. Ну, здесь у нас деморосы готовы к диалогу, в ДДР не спешат. В общем, интересная статья «Круг меняет атамана». Я из этой статьи, кстати, узнал, что... Я знал, что Кочетков у нас был атаманом Забайкальского казачьего войска. Ну, некий Кочетков. Вернее, не Кочетков, а Кочетов. Вот. Но потом там, как всегда, начались какие-то безобразия, стали пропадать какие-то деньги. Ну и избрали нового атамана. Вот я, кстати, о нем тоже первый раз прочитал. Это вот, значит, было два кандидата. Электромеханик Читинской ТЭЦ Панкратьев и главный геолог старательской артели Амазар Мариловцев. Оба бы набрали равное количество голосов. В общем, первого избрали атаманом, а второго помощником. Ну, о их временах их правления я ничего не читал. Я знаю, что потом Богданов скоро пришел, Александр Васильевич, и он уже был несменяемым атаманом в течение многих-многих лет, и до сих пор он еще имеет влияние на казачество, и вот так вот. Так, ну тут какой-то конфликт производственный, а здесь вот интересно, что в Чите будет свой Алекс. Это бюро частного сыска. Вот, то есть... Начались уже вот такие вот какие-то частные, понимаете, компании, которые там, занимались сыском, охраной. Вот тут что написано? Готовы взять под охрану объекты, территории, также частных лиц. Кроме того, будем сопровождать ценные грузы. Вот такие дела. Ну и вот они пишут, что, опять же, приглашаем на работу бывших воинов-интернационалистов, имеющих боевой стаж, опытных юристов, оперативников, работавших в прокуратуре, МВД и КГБ, а также экономистов-рыночников. Ну, это тоже, конечно, все было очень, так скажем, наивно, потому что это была тоже ошибка. Ну и вот еще одна такая газета. Это «Комсомольская правда». Ой, «Комсомольская правда». «Комсомолец Забайкалья», но она уже 91 год, это еще до путча, то есть так, до путча. Вот. Тут уже, смотрите, какая-то приватизация, тают комсомольские кадры. Ну такая, знаете, тоже интересная, почти сатирическая статейка. Тают комсомольские кадры. Вот и в Балийском горкоме комсомола осталось 2 работника, первый секретарь и завсектором учета членов ВЛКСМ. В общем, они мебель между собой поделили. Вот, куда девать мебель? Первый секретарь с присущей комсомольскому работнику оперативностью выход нашел, быстро приобрел в личную собственность дефицитный по сегодняшним временам стенку, кресло, журнальный столик. Не забыл и зеркало. Вот так вот. Он один себе присвоил. Так, ну что тут еще такого интересного? Вот, кстати, как пришел к власти, кстати, вот этот вот Эпов, он из Забайкальского района, и он потом долго-долго правил. Я уже потом в милиции служил, в УФСИНе служил, а он все еще оставался у власти. Ездил там по колониям, я даже его сопровождал, писал о нем тоже статьи. Вот. То есть, вот из советского времени, из коммунистов перешел и правил. Хлеб по карточкам, тоже интересная статья. Хлеб по карточкам. Говорится о том, что Малетинский хлебозавод, в принципе, работал нормально. Вот. Но из-за того, что поднялись цены на комбикорм, люди стали кормить
скот хлебом. И поэтому вынуждены были ввести карточки на хлеб. Так, что здесь еще? Миражи на Читинском рынке. Не вздрагивает сердце, не идет нога и не протягивается рука. Миражи на Читинском рынке стали реалиями повседневности и более не манят к себе доверчивых граждан. А как вы назовете 70-рублевую клубнику? При такой цене за 1 килограмм можно считать, что клубники-то и нет. Ну и тут черешня по 25 рублей. Ну, понятно, черешня в Читинской области никогда не росла. Это все привозная. Вот 25 рублей стоило. Интересно, сколько сейчас стоит. А есть вот такие базовые. Репчатый лук 13 рублей, помидоры до 20. На уровне почти с черешней. Ничего себе. Яблоки 17. Вот. Здравствуй, Елена. Это о том, как писатель Елена Стефанович организовала свою газету. Так, что здесь еще? Здесь у нас реклама учебных заведений. Здесь статья о национальных распрях. Ну, поднимается вопрос, у нас же всегда там жили буряты и русские мирно, дружно. А то тут такая бытовая драка развязалась. И вот смотрите, слово не воробей, вылетит не воротишь, тут же подскочил коренастый Бато. Что ты имеешь против бурят? Ты что? Ты что ж с ними 5 лет бок о бок живешь, дружбу ведешь? Да, Сергеев действительно было стыдно. Он стал было оправдываться, но передумал, решил отшутиться. Но ведь он бурят, значит, морда у него бурятская. Я не прав. Ну, в общем, они подрались. В общем, буряты здесь поднимают вопрос о своей национальности, о самосознании бурятского народа. Вот знаете, здесь вот смотри, здесь вот написано интересно. Значит, сын пришел бурята домой и сказал: «Хочу быть русским, я русский». Никакие уговоры не помогли. Бато рассердился, отшлепал мальчишку. «Твои деды буряты, мама, я тоже буряты. Никто не стыдится. Ты же мужчина. Обижают, защищайся. А не лей слезы. А я все равно русский». Ну и вот здесь вот еще автор пишет, что, смотрите, каких только обидных эпитетов, не подкидывает национальное самолюбие. Если еврей, обязательно хитрый стяжатель. Если хохол, то жадный. Чукчам того больше достается, сколько оскорбительных анекдотов о представителях этой народности. Впрочем, у русского Ваньки тоже множество нелестных прозвищ. Кому от этого легче? Ну, в общем, такая вот статья. То есть поднимались вот такие вопросы. А что еще? Ну и эта статья еще, эта газета, почему я ее сохранил? Вот. Здесь вот моя статья опубликована. Называется «Что на зеркало пенять?». Тут меня самого, кстати, раскритиковали, но и высказаться дали. Что я тут писал? Уважаемая редакция, пишет вам простой советский милиционер. Вот у нас сейчас, если что не так в жизни, часто говорят классическую фразу: «Куда милиция смотрит?» А я бы спросил по-другому: куда наша советская власть смотрит? Ведь еще всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин изрек: милиционер – зеркало советской власти. Так извините, что же на зеркало пенять, коли рожа крива? Вот. И что же здесь я дальше пишу?
Каждый день я, как и все граждане, хожу на работу. Случается, замечаю уже ставшие привычными правонарушения. В троллейбусе зайцы вольготно разъезжают, кто-то матом заругался на всю улицу, где-то урну перевернули, семечки лузгают на тротуар, пешеход ринулся на красный свет прямо под колеса автомобиля. Люди тоже все это видят, слышат. Ну, в общем, что косятся в сторону милиции, мол, почему они не принимают никаких мер? А что я мог сделать? Вот смотрите, здесь я дальше пишу. Значит, если я сделаю замечание, тотчас услышу. Все понял, командир, завязываю. Но стоит только отойти, а правонарушитель готов уже чуть ли не штаны снять на виду у всех. А уж реплику «мент поганый» или «козел» как пить дать услышишь вдогонку. И потому мне лишний раз грозить пальчиком не резон. Вообще врачи советуют избегать конфликтных ситуаций. Вот. Так что и я тут предлагаю вводить штрафы на месте. Вот. Но, ладно бы штрафы я только здесь вот предлагал. Я еще и предлагал ввести талонную систему. То есть утром на работе берешь талоны на штраф. И, допустим, взял 10 талонов и 10 талонов отработал. Вот. И тут, конечно, меня это... То есть еще и с этих талонов, со штрафов мне как бы вознаграждение. Вот. Это, конечно, была тоже моя ошибка, такая наивность. Вот. Тут и пишут от редакции. Идеи, содержащиеся в письме, не лишены привлекательности и конструктивности. Однако несколько настораживает оборотная сторона медали. В общем, что не получится ли так, что в зеркале советской власти появится старая добрая физиономия унтера Пришибеева? Вот так вот меня тут... Ну, редакция, да, сделала такую ремарку, что она не согласна с автором. Вот. А я потом вспоминаю, здесь у нас, когда были ковидные времена, здесь вот такая система была штрафов. То есть, ну, тут не сам милиционер брал талоны, а ему просто администрация выдавала 10, значит, этих актов, и этот милиционер, вернее, полицейский уже, должен был найти 10 нарушителей вот этого ковидного закона. И вот он ходил и ловил. Придирались. Я видел, что это, конечно, ну, за этим просто произвол. Потому что человек действительно вышел там в магазин за хлебом или там на детскую площадку, а ему раз и влепляют штраф. Потому что почему? Не то, что он там нарушил ковидное, значит, это вот антиковидное, это санитарные вот эти вот правила, а просто потому что талон дали на штраф, и его обязан полицейский оштрафовать. Ну вот и все, друзья. Вот такие вот у меня газеты, их много здесь у меня, видите, смотрите, на разные темы, разные всякие случаи. Вон прогулка Горбачева с Рейганом. Вот. Ну, вот так вот. При случае, если будут какие-то еще поводы, я обязательно об этом расскажу. Вот. У меня тут много всего интересного. Вот. Все. Пока-пока. Ой, ногу отсидел.